Чао, какао, друзья. Итак, сейчас мы едем в Милан, а завтра в Венецию. У нас выходной, у нас экспресс-тур. Сегодня не было выходного. Сегодня не было, да. Но это будет следующий выпуск, а этот выпуск продолжение первого, который вы уже, надеюсь, посмотрели. И знаешь, я не буду в этом выпуске снова снимать тренировки, потому что они были в том. Получится, что в этом выпуске... Надо, да, слишком много тренировок. Нет, получится, что в этом выпуске у нас чисто какая-то еда, кофейня и так далее. Но это не значит, что мы ничего не делаем. Ну да. Это просто значит, что я так смонтировала. Типа люди такие, ну если вы показываете только то, как вы кушали, то это значит, что вы больше ничего не делали. Но это же не так. Да, а мы Вы тут, видите, извините, 2 недели. Там полчаса видео, а мы здесь, да, типа 12 дней. Извините, что мы покушали 3 раза. Извинитесь. В общем, так, продолжаем. Я не помню, когда ты последний раз, да никогда на самом деле. Никогда. Ты просила у меня кашу. Я не знаю, почему что-то вот захотел. Вкусно. Очень вкусно. Еще на воде. Ну, а я не могу другого есть. Невкусно. На кокосовом молоке. Да. А вкусно на самом деле. Долбят и долбят. А еще есть нутелла. У меня там в готовке есть смешной кадр, я тебе покажу. Смесной кадр. Прям смесной. Я прям буду ржать. Будешь? Как лошадь. Да. Ура. Я, блин, сама кашу не ела 100 лет уже. И как? Ну, это разнообразие. Сюда еще ягодки хорошо бы, но мы забыли купить вчера. С малиной. Блубери. С малиной очень вкусно. Блубери. Осознала что-то? Нет. Я осознала только, насколько я охеренная. Как тебе повезло. Тебе нужно тоже это осознать. Какая я охеренная? Не. Судя по твоему инстаграму, ты это осознала. Почему? Это просто танцы.
Еще одна вкусная кофейня в Вероне. Unlocked. Мы пришли в греческий, и по инстаграму этого ресторана и по фоткам в гугле складывалось ощущение, что это какой-то фэнси супер ресторан. Но только из-за этой стенки. Только из-за этой стенки, потому что они только ее выставляют, и очень красивая еда выглядит. И у них, видимо, она не очень хорошего фотографа. Потому что фотки тоже очень красивые. Вот, не, ну это хороший ресторан, мы точно знаем, что здесь вкусно. Но я уверена, будет вкусно. Это в Италии просто везде есть апероль шприц. Его причем в меню не было. Тут здесь в меню были только вина. И может даже не надо добавлять его в меню просто. Да, но мы спросили, если у вас апероль шприц. И они сказали, да. Такие. Бокал очень нравится. Это почти винный бокал, но без ножки. Cheers. Идем по каким-то улицам странным. Какие-то вообще никого нет, и какие-то они не очень. Нормальная улица, что ты, блин? Не знаю, мне не нравится. Боишься? Я сыкло просто. Я вот вообще не боюсь, реально. Я в детстве ходила вот по такой же, только без фонарей. Там остался весь мой страх. Реально. Идет, оглядывается, блин. Никогда не смотри назад, там вот моторашка едет. Там какой-то мужик быстро идет, но не может. Да? Ну, мы пойдем вот на эту сторону. Если что, есть видео хейт. Вова реально просто идет такая. Смотрит Потому что мне попадается много вот этих вот тиктоков. Каких? Плохих. Ну, которые рассказывают свои истории, женщины. Ну нет, ну конечно не хочется попадать ни в какую такую ситуацию, но знаешь, Ты прям выбираешь, да? Хочу, вот, чтобы за мной гнался. Но я очень часто, не знаю, у себя в голове проигрываю разные ситуации, где я всегда выхожу победителем, конечно. И понятно, что на деле, конечно, все было бы, наверное, наоборот, но... Главное верить. Знаешь, вот говорят, Как? все, что мы можем себе представить, это все может быть реально. Я в Нью-Йорке в полночь в метро ездила одна. Нет, причем я думала, я сейчас зайду, и там, ну, пусто, какой-нибудь маньяк один сидит, и я. И поэтому ты туда пошла. Да, но оказалось, что метро в Нью-Йорке в полночь битком. Безопасно. Но Блин, это... как тебе так не повезло? Безопасно, это, конечно, прям вряд ли, но... В общем, расклад на сегодняшний день. Я не ездила в джим, я бегала просто. И потом сидела в кофейне, монтировала вот то, что у нас уже есть. Расклад на сегодняшний день – это то, что сегодня в Вероне церемония открытия Паралимпийских игр. В этом вот Колизее, который прям... Колизей. Колизее. Решили сегодня никуда на ужин не идти. Мы будем готовить такос. Да. Еще... И смотреть фигурку. Ну, может, и ее, да. Почему нет, как бы. Мне нравится. А еще сегодня первый день, хорошая погода, солнце и достаточно тепло. И опять сейчас нас собьет машина. Не машина, мопед. Веспа, блядь. Веспа. А сейчас мы идем обедать в какую-то прикольную местную фокачерию, Которую мне посоветовала Марта. это девушка фитнес-тренера Матео, то бишь. И она какая-то очень аутентичная. Мы, смотри, с тобой Марта просто... или фокачерия? Марта шикарная, честно сказать. Да. А Матео очень повезло. А еще у Марты есть кошка бренда. Да. Повезло вдвойне. Да. Ну, знаешь, один раз, когда где в Париже футбол был. И был не футбол, Ролан-Гарросе. это ПСЖ выиграли Лигу чемпионов. Это еще лучше. Это был ужас. Они, короче, просто из-за того, что они приехали, и вот они типа такие крутые Если честно, было страшно. по улице. Ничего не было страшно. Нет, Нет, знаешь, прикол был. Я в тот день поехала снимать там город. просто вандализм был невероятный. Это да, но я в тот день поехала снимать город,
Там все перекрыто, мне пришлось обходить просто. И знаешь, прикол в том, что улицы, то есть большие проспекты были перекрыты, то есть они были открыты для пешеходов, но закрыты для машин. И это был просто, ну, как будто апокалипсис. Все перекрыто. Ну, сейчас разберемся. Чтобы давай. в центре городов проводила вообще такие мероприятия. вот Ну, так вот, в смысле? Вы из-за какого-то спортивного мероприятия. Причем я как Какого-то. Нет, ну я как спортсмен Дарья. говорю такая, блин, ну не должно быть такого, что из-за нашей какой-то вот этой вот, из-за наших каких-то там соревнований просто весь город перекрывали. Ну, блин. И люди это такие... даже не соревнования, это открытие. Это открытие, да. Нет, Это ну даже- смотри, открытие Олимпийских игр, ладно, перекрыли, окей, один день. Но вот то, что ПСЖ выиграла, это было. Нам, если что, вообще туда. Мы обходим просто, я даже не знаю, куда мы Ой, идем. ладно, Дарья Сергеевна, не нойте, пожалуйста. Дарья Сергеевна поноет, потому что Дарья Сергеевна не знает, куда ей идти. Прогуляемся, погода хорошая, покажи карту, я тебе скажу. Надо было вот по этой стороне проходить. Там перекрыто. Нет, вот как домой идти, надо было вот как я Там шла. перекрыта улица, это Не центральная, левее. все перекрыто. Просто мы пошли по правой, и теперь он будет круг еще больше. Ну да ладно. Ой, Дашуля, тебе, конечно, учиться и учиться рада в Чему? этой жизни. Жизни? Но в целом, знаешь, тоже ты вот такая очень категорична в Да. плане каких-то мест, когда мы приезжаем куда-то, ты Мне говоришь, Верона нравится. ты такая, типа, это место залупа, это тоже залупа, это еще хуже. Ну, может быть, есть, конечно, пару каких-то мест, которые мне не очень нравятся, но в целом Гранби, да? Гранби. Да и там можно плюсы найти. Ох уж тут Очень. Гранби. Когда-нибудь мы, может, и расскажем вам эту историю. Ну ладно. Когда-нибудь. Ну просто, ну, я не знаю, в каком плане ты рассматриваешь эти места. Я Видимо, всегда как прямо для рассматриваю. фундаментальной жизни. Я всегда смотрю с точки зрения, а как бы тут было жить. Ну как бы, но ты же там не собираешься жить. Ты приезжаешь. Кто знает, может, я такая, блин, а может, здесь можно было бы бросить кости. Мне как бы в плане приехать там на неделю. Я не знаю, как там жить, то, возможно, мне бы тоже понравилось. Но когда я приезжаю там на неделю, как, грубо говоря, турист, ну, очень много классного можно найти. Тот же самый Париж. Я очень люблю Париж. Понятно, что, наверное, там для жизни не все идеально, как и везде. Нигде не бывает все идеально. Но в целом мне нравится провести, там, не знаю, неделю-другую в Париже. Там тот же Нью-Йорк. Я обожаю Нью-Йорк. Да что угодно, на самом деле. Нравится. А ты очень категорична. Да, потому что я приезжаю сюда, потому что я очень редко, когда приезжаю куда-то как турист. Я даже приезжаю, получается, Ты же по приезжаешь работе. не жить. Да, но я приезжаю по работе, и получается, что я как бы... Ну, турист, он прям вообще никуда не спешит. Ну, то есть он на расслабоне. А когда ты приезжаешь все равно с какой-то целью, ты очень многое подмечаешь. Ну нет, ну смотри, нюансы, ну просто, окей, ты приезжаешь как турист на несколько дней, тебе там... Да, но ты на чиле, ты по-другому все воспринимаешь, ты уже на позитиве. А когда ты приезжаешь по работе, тебе уже все Дарья, ты на настебало. позитиве. Ты вообще потрясающая, шикарная, самая лучшая. Мы сейчас обсуждаем, вот знаешь, именно восприятие каких-то мест. Да. Мальдивы мне очень нравятся, я не знаю. Что ты хоть раз про Мальдивы сказала? Но мы говорим про города, где живут люди. Типа, ну, я просто как бы по себе знаю, что я в любой залупе, как ты выражаешься, могу найти Ой, смотри, какие-то какая сладкая. позитивные вещи и места, которые мне нравятся. Ну, потому что я чаще вообще об этом даже не думаю. Подумай. Я приехала, допустим, с Кортов в отель. Мы с тобой договорились пойти на какой-нибудь ужин. Пока мы шли на ужин, я вляпалась в какое-то говно. Меня это взбесило. Я сказала, что все тут плохо. Ну, да. Или мне там нужно, знаешь, часто из-за того, что постоянно on the road, всякие документы, всякую такую херню нужно делать
вот в разных городах и странах. И ты сталкиваешься с бюрократией этих стран. И из этого ты делаешь из-за много этого выводов. Да, но нельзя же, бюрократия, она есть почти везде. Но нельзя же полностью засирать место. Ну, например, я даже когда каталась, тоже, грубо говоря, место. это каток-отель, каток-отель, каток-отель. Катакотель, Каток-отель, каток-отель, каток-отель. Но я все равно ходила гулять сама одна. И, короче, мне просто нравится мир этот злой и ужасный. И я стараюсь найти в нем хоть что-то хорошее. Мы дошли до фокачерии. Называется она вот так. Я очень хочу меню у них посмотреть на сайте с картинками. Достаточно такое ничем не примечательное внешнее место, но, говорят, здесь очень вкусно. Они слепые. На. На. Драка. Что? Ты с чем взяла? Ох, ты ж, бля. Фисташка. Мама. У меня просто капреза. Ладно, пойдем. Так вкусно. Очень вкусно. Ёпс today. So good. Феличка. Да? Он там поет. Он панини, он там поет, что он панини. И типа Томата, и все хорошо. авокадо, энсалата. Не знаю, он по панини. Да. Там есть такие слова. Да. Мне Матео сказал. Короче, изначально мы хотели пойти в другую фокачерию. Она какая-то, знаешь, типа модная, наверное. Она популярная в ТикТоке, в Инстаграме. Мы пошли в другую. Она очень вкусная. Мне кажется, основное, самое важное, это фокаччо. Это быть в пудре, блядь. Прям вообще жестко белая. Ну а как? Это фокаччо сама, хлеб. Да что, а мы что, не будем смотреть фигурку сегодня? Наконец-то мы добрались до джелато. Маленький фисташечка. Я взяла кокос и кофе. Кофе, ты всегда пьешь кофе. Да. Пробуй. Пробуй кофе. Ложкой. Такой прям горьковатый. Терпкий вкус, терпкие нотки эспрессо. Вкусяки. Красивый тоже. У меня ощущение, что как будто какие-то локации новые открылись в игре. Ну ты просто до сюда не доходил. Да как? Верона чуть больше, чем ты думаешь. И тут просто на каждом шагу зелато. Злато. А я люблю вот фисташковое все. Я очень люблю вот фисташковые вот пасты, десерты фисташковые. Вот я, кстати, стала как будто меньше есть прям десертов всяких, знаешь. Но вот фисташковое, это, помнишь, мы это с Надюшей ходили, фисташковый тирамису мы попробовали. Да. Я думала, это сдохнет. Очень. Это просто было что-то невероятное. И что-то еще хотела сказать. Мне еще вот, мне нравится один вкус, который я никогда не беру, но он мне очень нравится. Фундук. Ой, фундук очень вкусный. Да. Я не знаю почему, но я почему-то реально никогда не беру, но когда, например, вот ты берешь, я попробую, или где-то попадется, мне так нравится. Хейзелнат очень вкусный. Я просто фисташку люблю все-таки.
Короче, друзья, мы сегодня готовим ужин. У нас такос. Дашуля будет с курицей. Дашуля будет с курицей. Я буду с рыбой, но я не буду делать фиш-такос как бы в кляре. Я сделаю очень простую версию. Чисто пожарю рыбу на сковородке и все. Что за рыба вообще? Обычная Кот? белая рыба. Треска? Треска, обычная треска. А почему не хек? Вот мы, в Нью-Йорке, конечно, вот это вот такосы, вот эти рыбные. Во Френдис? Френдис, о май гад. Ладно, ну короче, мы даже зажжем свечу, возможно. И, ну короче, все, надо делать гуакамоле, всякое там это. Сколько у нас вообще тут сковородок? Я просто не хочу жарить курицу на своей рыбной сковородке. А я не хочу, чтобы курица была на рыбной сковородке тоже. Но проблема в том, что сковородка одна. Тут еще лепехи. Короче, смотри, я тебе сейчас дам задачу порезать козий сыр чуть-чуть. Я даже тебе дам нож. Хера себе доверяешь, нож, да? А это не мне, да? Это можешь взять себе. Просто на секундочку, Дарья решила вот не сходить с места. Даже она вот как сидит. Просто ей дали доску. Экономия этих Сил. электроэнергии. Что? Ой, вот сюда его выложу. Ну, не думаю, что он будет настолько красивый, чтобы можно было это выставить. Ну, как порежешь. О, вот такие вот, да, ломтями? Ну, я тебе два пожарю. Такие. Блядь, ты как Викуля резала халуми. Помнишь? Это было так смешно. Что не так? Ну, это корка, это не считается. Первый блин комом. Тут немножко компенсация за вот это. Этот уже хороший. У тебя вот вообще какая любимая кухня? Я знаю, что мы это, наверное, уже обсуждали миллиард раз. Японская. Японская и мамины сырнички. Тоже люблю японское. Да я на самом деле, ну, наверное, то, что мы чаще всего едим, это японское. Итальянское тоже люблю, но не могу себе позволить каждый день есть пасту и так далее. Ну, итальянская просто она тяжеловата. Ну, да. нет, у них, конечно, есть разные опции. Но Салат. в целом- Ну, не, у них очень вкусные салаты тоже есть. Но просто как-то вот классическое, то, что как ассоциируется, с чем ассоциируется итальянская кухня, как будто бы жирненькая. Мексиканское люблю, греческое люблю. Греческая классно, на самом деле. Вот, Бранчи! Это к чему относится? вот если бы тебе сказали, выбери одно блюдо, Да, блин. которое, ну, вот одно блюдо, которое ты сможешь есть всю жизнь, но только вот его. Ну, в Чтоб ты смысле, выбрала. блин, на завтрак, обед и ужин, это же Да. невозможно. Любое блюдо надоест. Ну, вот такое вот задание. А что может входить в это блюдо? Ну, что угодно. Это как Это не обязательно один продукт, это может, ну, как блюдо. блюдо, ну, я не буду выбирать то, что я там вот мое любимое, например, потому что я понимаю, что там с условной пиццей или пастой я просто устану. Или даже суши, мне кажется, каждый день есть, я задолбаюсь. И все-таки нужно думать о том, что тебе будет давать ингредиенты. Ну, для твоего тела. Энергию, Да, микроэлементы. поэтому ты знаешь, что я выберу? Что? Я выберу вот это вот греческое плато, греческий салат, куриный шашлык. Вау. И там можно выбрать или рис, или картошку фри. Ну, потому что, И блин, что, рис или картошка фри? ну, наверное, рис, потому что картошка Потому фри что тоже в ЗОЖ. какой-то момент. Ну, потому что это вкусно, я это обожаю, но все равно, типа, мне кажется, уже на второй-третий день я задолбаюсь есть картошку фри. А рис, у него более нейтральный вкус. Извините, что Дарья не в кадре, я просто не могу резать курицу и крутить камерой. Здравствуйте. Ну, мне Окей, я кажется, поняла. просто, ну, и вообще, типа, ну, это разумно. А напиток? Пирог, конечно. Ну, Шучу. мы воду не считаем, вода, ну, типа. Да, напиток, ну, вода, хорошо. Ну, ты выберешь кофе, я знаю. Но мы еще не говорим о том, что выберу я, мы говорим о том, что выберешь Ну, ты. наверное, я выберу тоже какой-то горячий напиток. Это будет или... Наверное, ну, так как я пью реально кофе почти... Ну, каждый день пью кофе, наверное, выберу кофе, да. Вода и кофе.
Ну, а мой выбор очевиден. Это авокадо-тост и кофе. Oat milk. Авокадо-тост как где? Прям как где выбрать? Ну да. Знаешь, блин, вот, наверное, как австралийский прям. Ну, потому что там какую кофейню не возьми, он везде офигенный. С халуми. Там. А мне очень нравится, как в Ле-Папе. Ну, в общем, либо вот такой австралийский, либо как в кофейне Brunch Place Ля Папа. Ля Папа. Там офигенный, да. Напишите в комментариях, чтобы вы выбрали свое блюдо. Единственное блюдо, которое вы сможете есть. Мой су-шеф, гуакамоле эксперт. Кто так сказал, не знаю. Потуши, пожалуйста, экран моего айпада. Gracias. Я посыпала йогурт, посолила йогурт, оказывается, я тут поняла, была сверху штука, и я посолила штуку. А мы сейчас включим с... Фигурное катание. Да, ужин. Но мы, правда, уже пропустили прямую трансляцию. Мы включим запись парных, да. Ура! Мы посмотрели концовку танцев. Да. На, попробуй. Скажи мне, чего тебе не хватит. Да нет, да он чисто, знаешь, такой добавляет просто Ну, такой. может, я пересолила. И что тогда? Не знаю. Хорошо. Но он такой, но он добавляет, знаешь, чуть-чуть... Но у нас, короче... Чтобы не сухое слишком было, например. Ну, то есть, типа, это гуакамоле, чуть-чуть добавляешь вот sour cream, типа, условно. Короче, во френде соус какой-то нереальный. Мне кажется, он чуть-чуть майонезно кисло-сладкий, чуть-чуть острый, но какой-то офигенский. В общем, вот такой вот dinner. Считаю, супер романтик, потому что... Знаешь почему? Свечка. Потому что фигурное катание. Спортивные пары. Спортивные пары. Ну и свечка, конечно, тоже делает свое дело. Из Flying Tiger. Козий сыр. И тукасы. А я поняла, что мне нравится. Мне нравится сидеть и делать вид, что я что-то понимаю в этом. И упал. У Аксель легко отличить от всех прыжков. Ура! А раньше я не могла, сейчас ура! Мы сейчас с Дашей, обсуждали, что... Мне стало интересно, я задала вопрос. Ну, это же вот, то же самое. Вот смотришь, вот там, на Гран-при меньше, но вот в целом вот чемпионат, там, чемпионат мира, условно, чемпионат Европы, чемпионат какой-то страны, да, там вот есть вот, допустим, 4 топа, которые везде выступают, а есть другие люди, которые там 20-е заканчивают там и так далее. И я спросила, а как они вообще живут? Они же ничего с этого фигурного катания вообще не зарабатывают, это невозможно. А что они делают? Ну, вот, я сказала, что, всегда мотивация, какой бы ты там ни был, войти в сборную. Даже если ты там, не знаю, 10-й, ты стремишься попасть в сборную. Но я уже много раз об этом говорила, что, если ты там не в сборной, то ты тренируешься, и плюс ты подкатываешь, тренируешь. Есть спортсмены, которые, например, они откатались, и вечером едут на 1-2 разных катка, чтобы тренировать. Да. Но я всегда говорила, что... Ты сказала, что вот шоу есть. Шоу есть, да, но все равно, когда ты профессионально катаешься, то шоу это не совсем вариант. То есть подкатки ты можешь выбрать время, когда ты там свободен после тренировки, поехал, там подкатал, заработал. Шоу это все-таки другое, там тренировки, репетиции, очень часто ночные репетиции, ты не можешь там, такое, знаешь, у меня сегодня там шоу, я пропущу тренировку. Да, но это если ты профессионал, а если ты так уже закончил, то ты да. идешь в шоу и вообще full power, типа Да, в этом да, шоу. да. Но это круто, что есть такая возможность, потому что, в теннисе нет таких шоу.
Да. Ну, то есть у нас есть экзибишн условный, но ходят только на Синер Алькарас. Там, знаешь, вот такие какие-то вот очень точечные какие-то. Вот, Ну и все равно, ну, топы не делают эти эксибишены прям так часто. Знаешь, потому что если ты уже все ушел в шоу, у тебя может быть там какой-нибудь зимний чес или, знаешь, летний, когда ты там 2 месяца. Зимой, да, много очень шоу Ну, всяких. в Рождество очень много, Новый год. Летом очень много. То есть ты можешь уехать куда-то, типа там все лето сидеть. Угу. Прикольно. Но это, ну, как бы, это опять мы говорим о разных шоу. То есть в России одни шоу, в Европе другие. В Европе более есть туры, но все равно они более, знаешь, точечные. Ну, вот у нас вот многие вот играют лиги всякие. Вот немецкая лига самая популярная, которая вот ну, достаточно богатая. Вот у них есть деньги. Там вот многие игроки там зарабатывают деньги, когда могут там уикенды какие-то летом. А французская вроде. Вот. Но это все равно отличается. Шоу это типа, ну, все равно изи. Ну, Если ты был про, то как бы да. это достаточно легко. А вот эти лиги, там все равно, это как теннис, ну это вот как турнир. Ну, это матч. Да, матч. ты должен выложиться по полной, потому что Тебя ты не играешь, позовут, иначе да, будешь. но ты играешь за команду, то есть Да. тебе нужно принести там свое очко, выиграть там и так далее. Поэтому это, да, это тоже дополнительный стресс, просто как бы там деньги платить. Я слышала, там за уикенд вообще нормальные деньги. В высокой лиге, если у тебя там рейтинг есть, ну, нормальный, там, например, ты там топ-200, топ-250, там вообще очень хорошие деньги платят. Ну и опять-таки я говорила, что... Я не знаю, как это работает, там откуда-то в клубах, вот есть клубы какие-то богатые, вот в Германии, и у них есть деньги на это, и там очень много людей ходит смотреть. Ну вот, в целом, я говорю, фигурное катание – это не про деньги, что на самом деле… Искусство? Это про искусство. Ну, что на самом деле, к сожалению, потому Знаешь, что… что у тебя искусство? Вот эту курочку готовить. Ты какую курочку готовишь? Я курочку-то не часто готовлю. Ну, как готовишь? Это курочка. Жарю курочек. Вов, ты так жаришь курочек вообще? Я жарю курочек неплохо, да. Мы ждем Байкову. Да. Честно, мы сейчас признаемся, мы фанаты Сашки Байковой. Ну, правда. Я фанат Александры Байковой. Все. Причем не пары, исключительно Александры Байковой. Ну ладно, давай уж не будем. Пары так, не, как бы Козловский нравится, тоже нравится. очень, ну у них пара очень гармоничная, он очень хороший спортсмен. Но вот почему-то Саша Байкова нам запала в сердце. Честно, вообще. Вот. Да, вот такой вот каминг-аут. В общем, новости такие, что я просто fell in love в круассан из пекарни, кондитерской, кофейни The Morning Club. Поэтому сейчас 7 утра. Я направляюсь туда за ним, за круассаном. Вот. Дашуля захотела вакадотос моего собственного приготовления, поэтому я не могу отказать. Но также я не могу отказать себе в круассане. Поэтому как-то вот так. Верона с утра достаточно пустая. Можно все, ничего не заказывать больше. В общем, мы пришли в какое-то классное, очень аутентичное место в Вероне, где подают... Вообще это как винный бар, я не знаю, но здесь делают очень популярное в Вероне ризотто амароне с добавлением вот этого самого вина амароне.
что делает само ризотто вот такого насыщенного бордового цвета. Ну и, короче, сказали, что обязательно надо попробовать. Вот мы здесь. Еще у них вот такая вот маленькая винная карта, которую нам зачем-то принесли, но она просто, она как, я не знаю, очень большая, короче. Что? Это просто как энциклопедия вина. Энциклопедия вина. Я не знаю, сколько там сортов вин, кстати. Можно Много. просто сидеть и читать. Сейчас на кофту все. Да, да ёпта. Со стороны выглядит как вишневая овсянка. На вкус как вино, реально. Эти новости фигурки меня просто... Все считаю. За индианглассом не слежу вообще. Зато за фигуркой. Мы даже юниорский сегодня смотрели чемпионат мира. В общем, мы идем на вопрос. В общем, амароне ризотто очень понравилось. Вкусная, правда? Да, необычно. Очень насыщенная, терпкая. Любимое ризотто это грибное. Оно тяжелое. Вот это, кстати, С сырочком. Это без сырочка, это реально просто с вином. с вино. Оно легче намного. И ладно, я не буду кривить Кстати, не чувствую, душой. кажется. Я выпила. Я вообще не пью вино. Мне нравится. Я такая, мы вообще не пьем. Просто. Что, блин? Нет, ну короче, я выпила красный. Нет, я начала с белого Мы вина. сейчас так оправдываемся, как будто нам 15. Мам! Нет, короче, у них было Не, короче, пьем все-таки. сладкое. Я очень люблю сладкое. Сладкий алкоголь. Вы можете говорить, что после него там болит голова, калории и так далее. Калории меня не очень интересуют. Калории, Сакамото. А болит голова у меня, наоборот, от сухого, реально. И у меня то же самое. То есть реально нам все люди говорят наоборот. И только у нас с Наташей. Напишите, у кого тоже так. У кого от сладкого алкоголя, наоборот, не болит голова, от сухого болит. Да, короче, взяла сладкое вино. Оно оказалось прям десертное, очень сладкое. И это было невероятно. Это было супер. Потом он уже приносит мне, я попросила еще бокал, он приносит, говорит, ну, типа, вот мы можем налить, но там уже очень мало. А по цене обычного, я говорю, тогда неси красный. Ну, короче, было очень вкусно, все очень вкусно. Атмосферно, то есть это не фэнси ресторан, это такой прямо, вы знаешь, итальянский. Салат из артишоков потрясающий. Там чисто просто артишоки. И пармезан. Да, все. Потом мы взяли баклажаны с сыром. Кабладжаны пармиджана. Да, мы взяли вот это ризотто и сырную тарелку. И все это было потрясающе вкусно, очень. Ты съела почти все баклажаны, я ничего не успела. Но я съела сыр. В общем, очередной... Здесь так, да. Что происходит? Я говорю, что очередной тренировочный день, который мы вряд ли снимем на фоне унитаза. Но мы опять снимем какую-нибудь еду. Это Я вообще тренируюсь много. я Тоже тоже. 3 часа уходит на реабилитейшн. И вчера, позавчера, позавчера, в какой-то день, наверное, вчера. Позавчера, нет, не вчера. Неважно. Делала, короче, тесты, такая штука, которая измеряет, с какой силой ты давишь. Так. И очень хороший показала результат. Ну, ты умеешь надавить. Вообще нет, не умеет она надавить. А я вчера побегала дважды. Тебе вообще делать нечего, да? Да. Мне кажется, терраска, там еще мини-терраска. Да. Солнечный круг, небо вокруг.
Оставь, это чужие чьи-то кроссовки. Хорошие кроссовки. Просто не жался кроссовок, она его себе взяла. Ну, да. Золушка. У меня сегодня вообще что-то непонятное с прической. Я с утра заметила еще, да. Но я решила не делать никакую укладку, потому что сейчас тренировка, все равно надену кепку. И мне кажется, это даже очень мило. Да. Поэтому как есть. Сегодня очень солнечный день, классный. Последний. Да, и завтра будет уже Реально, что не дождь. А я завтра бегать иду, планировала. Удачи. Но мне на самом деле вообще пофиг, дождь, не дождь, я все равно бегу. Мне тоже пофиг, дождь, не дождь, я не бегаю. Я снова с круассаном, но он веганский, кстати. У меня очень странный покебол, его мне посолили зачем-то. И он какой-то, знаешь, не покебол, а какой-то странный. Ты же сама сказала соли. Ну, вообще-то не я растерялась, потому что обычно не спрашивают вообще. Ну нет, солью нормально, но просто он странный. Теплый рис, например, еще. В общем так, наш трип в Верону подошел к концу. Да, подходит. Наш влог подходит к концу, но будет еще один с путешествия в Венецию и Вам понравится. Милан. В общем, как твои успехи в постановлении рекавери? Успехи, да вроде хорошо. Наращивали нагрузку. Вот я сейчас уже последние несколько дней делала интенсивные прям вещи. Сегодня мы все это закруглили эхобайком. Вот. И в понедельник у меня я пойду к врачу делать чек. Там ультразвук. Да. И почему я называю ультрасаунд, я называю ультразвук? МРТ? УЗИ. УЗИ. Вот. И там уже станет понятно, какой точно прогресс был. Но вообще уже как бы, ну, по ощущениям нету болевых ощущений никаких, что не может не радовать. А у тебя? Ты сегодня прыгала? Я сегодня прыгала прыжки. Don't push back. 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 Я, знаешь, так у меня бывает раз в полгода, я такая, попробую прыжки. Вот. Докручивала? Не очень. Но если я пойду прыгаю еще завтра я буду докручивать. Вот, такие наблюдения. В общем, так, друзья, лайкайте, подписывайтесь, шерьте. И да, на связи.